Hello, Mr. Lavrov, I'm Tucker Carlson, или, как у вас по-русски говорят, в меру упитанный мужчина с пропеллером в полном расцвете сил. Nice to meet you. А я Лавров Сергей Викторович, или, как у вас по-американски говорят, Sad Horse. Sad horse? Yes, of course. То есть унылый конь? Не совсем. Грустная лошадь. Окей, ну что, если вы готовы, то мы можем начать. I'm ready. Please, пожалуйста. What? Говорю, задавайте ваши questions. Окей, первым делом хотелось бы у вас спросить... Про Рюриков? Конечно, с удовольствием вам про них расскажу. No, мистер Путин в прошлый раз мне уже рассказывать про Рюриков. Правда? Ну ничего, тогда я вам расскажу про австрийский генштаб, по приказу которого Ленин создал Украину. Не надо, я знаю, мистер Путин об этом мне тоже уже рассказать. Подождите, что и про 8 лет бомбили Бомбас тоже знаете? Yes. Так а если вы все это уже знаете, какого excuse me щита вы тогда приехали? Ну, во-первых, вы мне за это хорошо заплатили, а во-вторых, я хотел узнать, как, на ваш взгляд, возможно ли war между Россией и Америкой? Кто вор? У вас нет доказательств. Я ни копейки не украл у державы. Это все Шойгу со своими замами. No, я имею в виду war, война между Америкой и Россией. Ну конечно же невозможно. Где это видано, чтобы россияне воевали с бурятским народом Америки? Excuse me, what is бурятский народ Америки? Не бурятский, а братский, говорю, народ. Русские ведь и американцы братья навек. Это вам у нас тут любой скажет, если надо будет так сказать. Вы ж там, наверное, в своих этих Америках живете и даже не знаете, что своей великой историей вы обязаны русским, а именно Владимиру Ильичу Ленину. Ленину? Ну а кому же еще? Вам что, Путин об этом не рассказывал? No. Ну тогда нам есть о чем поговорить. Это же всем известный факт, что Ленин создал Америку по приказу индейского генштаба, который в то время возглавлял вождь магиканского пролетариата товарищ Чингачгуков Большой партбилет. Это довольно длинная история, но я так по основным фактам галопом пробегусь, как говорится. У вас же есть время? Yes. Есть, нужно отвечать. Так вот, в 1492 году, по-моему, когда Ленин отбывал ссылку в Шушенском, я вам потом эту ссылку сброшу, почитаете. Так вот, к нему в то время в шалаш приплыл известный русский мореплаватель Колумб Христофор Бонифатьевич. Я вам потом этот мультик тоже сброшу, посмотрите. Sorry, one moment, please. Подождите, до мамонтов мы еще дойдем, не торопите меня. Их тоже создал Ленин, но это совсем другая история. Так вот, этот самый Колумб, это, кстати, было его партийное прозвище. Настоящая фамилия у него была Колумбович. Он еще в свободное от плавания время поле чудес вел. Но сейчас не об этом. И он, значит, приплыл к Ленину, а тот ему и говорит: так, мол, и так, товарищ Христофор, я придумал Америку, ваша партийная задача теперь ее открыть. Вот вам ключ, плывите, открывайте. Пока все, understand? Yes. Ну еще бы, что-что, а запрягать я умею. Я на этом деле, как говорится, ни одной борозды еще не испортил. Так вот, значит, приплыл этот Святофор Колумбович в Америку, смотрит, а там уже все открыто. Стоят какие-то местные жители с такими вот носами, кепки у них такие, аэродром, пьют коньяк, обращаются друг к другу: «Араджан!» И тут Колумб понял, что по ошибке открыл Армению, развернулся и поплыл в другую сторону.
Интересно. Конечно, интересно. Я всегда интересно рассказываю. А эти делегации иностранные берут и сваливают из зала заседаний. Слава богу, вас скотчем к креслу примотали, и вы никуда не сдрыснете. Да, так вот, приплыл, значит, товарищ Колумб в эту вашу Америку, сошел на берег, об этом даже песню написали. «Вышел в степь индейскую парень молодой». Я вам потом сброшу эту песню, послушайте. Смотрит, значит, такой, а там стоят индейцы, стоят в сторонке, томагавки в руках теребят. Потому что на 10 индейцев, по статистике, 9 за присоединение к Российской Федерации. А 10-й индеец даже держал большой плакат, на котором русскими буквами, 14-м шрифтом Times New Roman, было написано «Путин, введи войска». Ой, это Ленин, создай Америку. Русскими буквами? Of course, натюрлих. Там же испокон веков жило русскоязычное население. Просто разговаривали на мачу-пикчуском диалекте. Кстати, эта историческая встреча произошла прямо возле Ниагарского водопада. И по этому поводу у меня к вам заковыристый вопрос. Вот вы, например, знаете, кто открыл Ниагарский водопад? No. Не знаете, а я вам расскажу. Его открыл известный русский водопадооткрыватель, декан факультета водопадоведения, а также заведующий кафедры падения воды Никодим Иванович Агарский, сокращенно Ниагарский. В честь него, собственно, водопад и назвали. Совпадение? Не думаю. И вам тоже, кстати, советую особо не думать. О чем вы говорите? Тут и думать нечего. Вот и правильно. Так вот, вернемся к нашему Колумбу. Посмотрел он на этих туземцев и говорит: «Поздравляю вас с открытием Америки, товарищи аборигены». Кстати, аборигены их назвали в честь Бори и Гены. Это тоже исконно русские имена. Чтоб вы знали, у нас генами даже русскоговорящих крокодилов называют. Это вам подтвердит любой чебурашка. Но не будем отвлекаться. В честь открытия Америки тут же провели общеиндейский референдум, по результатам которого единогласным решением победил их всеми любимый вождь Винни-Пух. Винни-Пух? Да, сын Инчучуна. Инчучун Инчучунович Винни-Пух. Его еще все уважительно называли Винни-Пух дряблый орешник. Сори, мне кажется, это все похоже на какой-то бред сивой кобылы. Кстати, отличное название для этого интервью. Сейчас, секунду. Что? Понял. Так, мистер Клаксон, предлагаю сделать ход конем. В смысле, я пойду, а вы сидите здесь. Сейчас придет мистер Путин и примет у вас экзамен по рюрикам, про которых он вам рассказывал на вашей прошлой беседе. Все, давайте увидимся. Как говорят у нас, до скорого!